Многие, кто живет в прибрежном городе Мерсин в Турции, были вот на этом месте. Кто-то ездил сам, а кого-то возили местные русскоязычные гиды-самоучки. Попадались на их удочку даже наши самые известные альтернативщики, которые увлеченно рассматривали вот эти недавно откопанные византийские развалины и великолепно сохранившиеся аж 4 некрополя со скальными гробницами, которые однозначно на несколько веков старше вот этой вот византийской лепнины. И восторгались одиноко стоящим акведуком, который неизвестно куда ведет и неизвестно где начинается. Лично мне повезло, я не слушал ничьих рассказов, ничьих лекций. Я случайно увидел это место, возвращаясь домой из Диокесарии. Было это 4 года назад, и тогда еще не было откопано все это византийское рукоблудие. Был только величественный акведук и масса скальных гробниц, которые, очевидно, были старше, чем этот сам акведук. Я несколько раз приезжал и пытался отыскать, где же город. Где город Олба, столица бывшего одноименного жреческого государства. Но не находил его. Я ходил по этим ущельям, видел массу гробниц, массу кладбищ, римские дороги, амфитеатр, нимфеум. Даже нашел так называемый Свинцовый замок в паре километрах от акведука. Это древнее, хорошо сохранившееся трехэтажное строение, вырубленное почти все в цельном куске скалы, и которое в корне отличается от того, что мы видим возле акведука. И все. Самого города, центра города, нигде не было. Пришлось залезть в интернет-архивы и почитать, поискать работы об этом месте. Буквально сразу же я обнаружил, что материала, в общем-то, предостаточно. В Турции даже выпускается специальный археологический альманах под названием «Олба». И когда я там увидел карту стратиграфии раскопок, я с удивлением узнал, что город все время был рядом. И я несколько раз уже обошел вокруг него. И сегодня вы впервые увидите то, что вам никто никогда не показывал. Потому что канал своими глазами всегда вам показывает то, что не показывают другие. Сегодня мы попробуем найти руины настоящего города Олба с Димой с канала по руинам в шляпе. Вот. Идем мы на разведку. Согласно спутниковым данным, город Олба расположен был наверху вот этого холма. И мы это сейчас проверим. По дороге посмотрим еще много интересных вещей. Я покажу Диме, я здесь уже был, но до самого города не доходил. Поэтому будет много интересного. По дороге наверх я показал Диме один очень интересный объект. Это такой туннель, прорубленный в толще скалы. Дима, как человек, уже имевший дело с подобными объектами, даже снимавший на эту тему фильм, сказал, что это часть водовода, который, по идее, должен соединяться с акведуком, идущим через ущелье. Остается загадкой, как древние строители умудрились его вырубить, так как пройти по нему можно только боком, а линии от их так называемых кирок идут сверху до самого низа непрерывно. Ширина составляет от 40 до 45 сантиметров всего. И мне очень трудно представить, как здесь можно было махать кайлом, согнувшись в 3 погибели, и еще умудряться наносить удары в боковую стенку в таком узком пространстве. Длина этого туннеля примерно 12-15 метров, и с обеих сторон у него лишь небольшие отрезки открытого водовода. Вроде как они обвалились, но не похоже. И еще у меня возникли большие вопросы к самому так называемому акведуку. Посмотрите, получается более древняя кладка пристроена к более молодой римской, что ли? Да и не похоже, что это римская кладка. Во-первых, она из полигональных блоков. И во-вторых, она безрастворная. И у меня есть предположение, что изначально это были городские ворота, по которым позже проложили водовод, превратив эти ворота в акведук. Но эта тема уже совсем для другого фильма. А пока давайте двигаться вверх по склону дальше. Выше водовода расположены 2 сторожевые башни. Такие же 2 башни
есть и на противоположной стороне. Что, в общем-то, косвенно подтверждает мою гипотезу, что изначально это был не акведук, а городские ворота. Так как мы видим, что башня сложена из совершенно разных блоков, разного размера, разного качества и разного времени изготовления, то очевидно, что они восстанавливались, скорее всего, после землетрясения, а не от военных разрушений. Крупных войн здесь не было. Благодаря выгодному стратегическому положению с Солбой выгоднее было дружить и торговать, чем воевать. В отличие от Александра Македонского, его последователь и диадох Селевк Никатор это четко осознавал, и во времена своего правления жреческое государство Волба процветало как никогда. Тяжелое впечатление на нас произвели следы взрывных работ, которые вели здесь французские оккупанты в поисках золота в начале 20 века. Но долго мы здесь не задержались, так как любопытство гнало нас вперед, и нам быстрее хотелось увидеть этот город, которого нет. Да, пытаемся прорваться через джунгли за крепостную стену. Опа! Все здесь в обломках. Здесь вот так вот идет крепостная стена. Вот здесь лежат блоки. Ах, колючая какая. Какая колючая штука, ужас. Не, это не дуб, это... Вот это вот как иголки. А, нет, я вот про вот это вот. А, этот-то да. Это каменный дуб. Вот стена. Вот так вот. Тропами неисследованными. Это портал. Да, вот это и есть настоящая Волба, о которой никто не знал. Ой. Офигенный портал. Здесь полигоналка, причем архаичная полигоналка. Еще без особой подгонки. Сейчас. Да, наверху, походу, скальная могила. Да, не успели мы подняться на макушку холма, как начались первые сюрпризы. Причем все здесь было настолько необычно, что ломались все наши привычные представления. Вот. Вот, смотри, Дим, алтарь вот он. Алтарь вот. Вот он. Вот отсюда вход и вот алтарь. А здесь, если там нету клине, да, здесь ставили пифосы. Я впервые встретил такое вот скальное сооружение, которое до сих пор не могу четко понять. То ли это было просто святилище, в которое в нишу вставлялась статуя, а сама ниша сделана чисто для сохранности ее. То ли здесь складывали урны с пеплом после кремации. С одинаковой степенью вероятности возможны оба варианта. Мы с Димой обратили внимание на огромное количество осколков керамики, причем высочайшего качества и очень тонкой работы, что свидетельствует о высоком мастерстве и навыках местных гончаров. Красота. Ну да, здесь явно никакого захоронения не Да. было, в том смысле, который мы Да. сейчас понимаем. Тело не лежать не Да. могло. Поэтому здесь лежал пепел. И вот давай идем туда. Теперь. А здесь вот он, да. Вот алтарь, смотри. Вот он алтарь. Здесь тоже ставили они вот эти вот статуи всякие. Здесь Слушай, находят мне это, очень знаешь, много. что напоминает? Напоминает это просто как этот каменоломня, здесь просто Нет, оставили. нет. На той Следы. стороне тоже. Там видно, даже отсюда увидишь. Такие тоже перед каждым захоронением есть. А, это Да. именно- Могли они здесь и сидеть, поминать тоже.
Потому что это мини-алтари. Вот сюда ставили что-нибудь. Подношения. Здесь они Слушай, оставляли еду. Я тебе так же я это вижу. Что здесь, вот когда строили акведук, да, это была каменоломня, а потом уже позже ее приспособили. Вполне, да, вполне Приспособили, возможно. да. Очень часто так происходило. И вот мы пришли просто, видимо, к Акрополю. Да, там тоже неизвестно, что это. Ну, ниша, не знаю. Но здесь прекрасная полигоналка, древнющая, без подгонки особой. То есть это архаика, Дим? Архаика, да. Архаика. Это минимум Самая ранняя, которая... ранняя, это 6-8 век до нашей эры. Архаика же до 5 века, да? Ну, про даты я ничего не Считается. скажу. Про даты я не скажу, но это вот самая ранняя. Она как раз вот двухсторонняя. Двухсторонняя полигоналка. То есть здесь никаких еще металлических инструментов, ну, в смысле не металлических, а железных не было. Мы это не можем говорить. Это бронзовый век. Это непонятно. Вот такая вот настоящая олба. Какие тут тайны. Посмотри справа, какая штука. Ты знаешь, это вход как раз... Сейчас все начнут ругаться. Все, что непонятно, называется храмом. Но, возможно, сейчас я загляну вовнутрь. Вот эта ниша храмовая. Вон там идет... То есть, как везде здесь. Да, кругом идет елочка, Как в Тикадене, как Тикадин, да. Мейдан Колеси. Да. Вот это вот такие сооружения, вот такие вот грубые, мощные, массивные, с елочкой, с полигоналкой к ней примыкающей. Вот я отношу к самым вот этим Да. архаичным постройкам. Смотри, толщина стены какая тоненькая. А вот тут посмотри, смотри. Это вообще капец. Офигеть. Прикинь, Это они вот выбирали здесь ниши. Да. Это ниши были. Вот, видишь, Вот они. как будто полочки будто Да. были. И изображали как бы камень, да? Кладку. Ну, вот это- Расшивка, расшивка, прикинь. Древняя расшивка. Вот она, здесь идет елочка, вот она шла. Да. Кто знает, может быть это и позднее добивали, поэтому и выше было. Ну, может быть. Ну вот, я Ну про вот, этот- вот, этот вот, угол монолитная говорю. скала, Да. угол, да, как всегда. Вот, вот, видишь, ниша. Здесь перекрытие, палки вставлялись. Мгм. Вот. То есть уровень засыпа хороший. то Да, есть еще пол гораздо ниже должен метр минимум. Вот, а здесь ниша, это в доме всякие вставлялись сюда. Видимо, их идолы или еще что-нибудь, не знаю. Никто не знает. быть. Вот тоже. А нет, это, Это похоже на окошко. сильный засып, тут окошко, да, было. Да, даже метра полтора, наверное, все-таки. Ну вот такие вот, это вот я не знаю, что это. Вот такое я как бы редко встречал. Ну вот, не знаю, вот это ямки, видишь, это прокапало, судя по всему. Вот эти ямки, это капли. Хотя, да, вот она тут сталактиты прямо целые. Ну и вот опять же, вот это чем щель такую? Не, ну это достаточно Зубило, в грубовато, принципе, да, скорее зубило, всего, как бы вот она этим. Кривая вся. Кривая. Ширина гуляет. Да. Вот здесь был проход. Ну вот в монолите опять. Да, это запорный доской, ну засов типа. А вот сюда она упиралась, скорее всего. Да, Вот место, куда она вставала. То есть она вот так вот перекрывала. да. Ну ты понимаешь, какой Ее толщины сначала ставили. Сейчас покажу. дверь. Дверь вот И такой при этом, толщины. блин, ну она, может быть, сюда заходила. Потом тоже. эту вот палку сюда вставляли. Да, Видишь, и вот кругло. так вот ее. И вот так вот, да, и вот так. Вот. И вот так по радиусу здесь, видите, прям сделано. Дык, и все упало, и Под своим никто весом уже не запирала. откроет, да. Падала и запирала. Уже никто не откроет. Просто гениально. Эффективно. Так, и вон там, смотри, еще какой-то ход. Да, сюда пойдем. А ты куда хочешь? Обойти с той стороны? Хочу тут снять и потом Полигоналка здесь самым древняя, да, архаика. полигональным постройкам.
Вот здесь еще одна идет стена мощная, толстенная. И вот портал здесь был, вход куда-то. Дальше все это рухнуло в какой-то период. А вот похоже на Гераон. Опять алтарь. Ступеньки и площадка. Ага. Ну, сейчас у них брачный период, повылазили. Сейчас по всем садам будет тук-тук-тук-тук. Они панцирем друг об друга будут биться. Где черепашка? Вот такое вот замечательное создание тут бегает. Лазят они по горам. Житель заброшенного города. Недавно покинутого. Сейчас лишь бы Балу и Багира не вылезли. Ты знаешь, сколько раз я был тут, слава богу, кроме кабанов, больше никого не видел. Ну, кабан тоже Ну, тоже приятного мало, да. приятного мало. Но они меня так пугали, что я не один был. Мы в одну сторону, они в другую сторону. Да. Вот смотри, какой хорошо. А, вот. Видишь, крышка лежит. А, ну вот это, да? Да. Это хамасори. И почему-то у всех принято, говорит, это они изображали крышу храма, а по краям это называется аркатерией. Аркатерий не было на храмах древнегреческих на самом деле. Там даже места под них нету. Это я вот в своем фильме последнем про это рассказываю. Или предпоследнем. В общем, это все пришло опять с Востока. А уже потом в учебниках дорисовывают вот эти по краям древнегреческих храмов, по углам вот такие штуки. Их не было и нету. Самые крупнейшие храмы именно на территории Греции. Они историки, это тоже присвоили грекам. Да, да, да. Куда там это животное? О, дикобраз тут тоже бегал. Иголка дикобраза. Вот так вот. Вот ступеньки, Дим. Сейчас, погоди, давай тут заглянем. Там хамасорий, да? Посмотри внизу. Дим. Сейчас. Ладно, давай посмотрим там. Строит. Да, Ну, какая-то... да, был хамасорий. Его засыпало. Да, вот карьер вон тут видно. Выбрали как на строительство. Цистерна еще и с водой. Еще и Не видно, что до сих пор не пользуются, слабая. видишь, Да, заткнули, чтобы еще не слабая. Размер вон какой получается, смотри. Вот оно, да. Вот. Да, И камни выложены. да, по краям Всё. вырублена. Здесь она в скале, скорее всего, вырублена. А вот зачем сюда дырку сделали? Так, на место поставим. Вот. А вы тик-1. Щик-1. Нет, один он как бы на первом месте. А? Пикадин по... Ух ты, иди сюда. Смотри, какое интересное место. Ух ты ж. Что-то тут делалось, какое-то производство было. Да. Смотри-ка. Интересно. И в середине. Это уже достраивали, но вот это вот В середине ямка. оригинал. А что же это? Там даже арочка есть, смотри. Но это уже позднее. Вот здесь вот нет. Вот здесь вот именно очень часто встречаются вот такие гениальные арки совершенно. Из подручных материалов, то есть никто ничего не тесал. Мгм. Создают, и она держит, стоит тысячелетиями. Вот такая лихая арка есть в нижней части ущелья. Под ней было обнаружено 7 или 8 захоронений в кувшинах. То есть они понимали суть Да, и смысл этого. А теперь вот смотрим, опять вон те следы. да. Обрати Да. внимание, вот такие же следы, которые мы только что говорили про пикадин, да? Вот, технология та же самая. Брали пилой, Да, выпиливали периметр,
Вот он шланг. Да. Вон там тоже видно. Видишь? Да. А потом эти блоки отрывали отсюда. После того, как уже был выбран периметр. Да. Вот пила, вот пила, вот пила шла. Может, и вот здесь они пытались такое сделать, просто еще не вырвали эти блоки. Еще не выбили их просто. Может быть. Но ты заметил, это раскопки ведь были? Да, вот Недавние, потому Видимо, что когда все недавно беленькое. Копали и тут копали. Свежие совсем. Все беленькие. Значит, они на солнце не загорали. Анвар, обрати внимание, вот этот пропил один в один такой же, как на около Карикаса на берегу моря. Только он засыпан здесь, а там, помнишь? Да. Такой Да. пропил идет. Он уходит. И у них симметричные с двух сторон следы. И следы, да, идут в одну сторону, а в другую направлены. То есть, а там, чтобы в глубину прорубить, ты туда кайло боком не поставишь, чтобы боковую стенку так прорубить. Вот в том-то и весь прикол. Капец. Вот он, инструменты такие утром применяли. Да, вот он. Вау. Угу. И всегда в конце он куда-то заворачивает. Он, видимо, был настолько высокооборотистый, Да, что они могли его далеко, заворачивать. когда уходила рука, они его просто держать не могли. Его всегда в сторону заносит. А вот здесь вот другой. Здесь вот Здесь да, конусообразный, здесь он сужается, да. здесь он сужается. И вот опять вот этот след удивительный. Но зубилом, как ты туда зубило засунешь? Вот как? Или кирку как ты тут боком Вот поставишь? смотри, следи за пальцами. Да? Да. Вот след и вот след. Вот он. Да, параллельно идет. они Вот, все смотри. параллельно идут. Раз, Да, Ушел. и все в одну точку сходятся раз, внизу. ушел. Да, Раз, ушел. Раз, ушел. да, следы все сходятся в одну точку. И вот она еще, Да. вот видно. И вот смотри, видишь, след непрерывный. Да, Если да, порубили кайлом, были бы ямка рядом с ней, хоть пусть даже ровная линия, но ямка была бы еще одна. А здесь как будто взяли, вот так провели и выкрашили. А вот совершенно опять чисто албийская арка. Из ничего. И на века. Удивительно. Они-то чего талантливые по этому вопросу были. Вот просто, да, для примера. След идет Да, непрерывно, непрерывный. где-то сантиметров 20. Ты можешь возьми палочку Отсюда и прямо просто веди. у меня- И она гладко У идет. меня же линейка с собой есть. Она гладко. Да не обязательно. Просто что не скачет она. Она непрерывно идет этой. Ну, полосой. Что видно? То знаешь, напишут, что не, Вот. что не Видишь? замерили. Вот. Непрерывно идет полоской. Да, вот она отсюда начинается. И вот здесь теряет свой след 30 сантиметров. Какой силач ударит киркой, чтобы за один проход оставить такой след? Да и какой смысл попадать след в след? Вот тоже, Понимаешь? Да. Это будешь целиться, Вот это он. сколько времени уйдет? Тут начинается, уходит Им деньги сюда, платили. тоже не меньше 30 сантиметров. По результату работы. Тут вообще вот смотри, след Да, 46 сантиметров за один раз пошел. Да и длиннее есть. Ой, там вот на берегу возле Карикаса. Вот это мы зашли. Вот там еще что-то есть. Думаю, сейчас что-то там еще найдем. Да, пошли. Дальше. Опа! Так, а здесь полы пытались сделать ровные. Тут вот целая, Была каменоломня, потом тут здесь, вообще да. целая площадь под углом. И вот там опять наверху. Ну как пойдем, Дим? Наверное, Я предлагаю вон туда туда, сходить. да, давай обойдем, чтобы опять не лазить по этим стенам. И заметь, за счет того, что полигоналка так себе, стены толстые. Мгм. Когда подгоняется, Когда она уже- стены тоньше.
Да, когда уже была позже одноуровневая полигоналка, стены ровные, они уже не надо было им контрфорсы, то есть, Да, ну как бы... то есть не то, что контрфорсы, центр масс не давили друг от друга, уже могли в один ряд ставить. Да, ну она устойчивее более Да. была просто. Потому что расшатать-то эти камни, они шатаются все. И самое интересное, все засыпано керамикой. Половина этого щебня — это керамика. Черепица, терракота поздняя. Это вот куски амфоры. Она еще была, видимо, разукрашена. Какие-то краски остались. Вот. Здесь вот делали что-то, пытались тоже. Ну, раскопки были сделаны недавно. Это вскрыто было недавно. И вон опять следы инструмента, про которые мы говорили. Вот он здесь не разрушен временем. Это было закопано все в первозданной чистоте и красоте. И вот как это выглядит. Сплошным идет. Такое ощущение, что они керамикой засыпали дороги. Удивительно. Так, глаза разбегаются, куда идти. Ну, наверное, пойдем туда. О, там еще и раскоп. Ладно, этот постоит, раскоп интересней. То есть здесь занос опять. А, они здесь попытались. Но здесь что-то было. Потому что ямка-то есть. Сверху, видимо, что-то стояло. В этом месте, судя по обширному пространству, и была расположена центральная часть древнего города Олба, его агора. И обратите внимание на занос. 1,5 метра, и это все на верхушке горы. Похоже, что вот эта вот ванна была именно для сбора дождевой воды. Но, на первый взгляд, потому что горловина, она как бы выше уровня пола. Понимаешь? Тут они до конца не докопали еще. Но цистерна была. Мне кажется, ее занесло просто. Да, тут засыпь, видишь, какой. Вот откуда на такой горе. Смотри, какой уровень. Вот раскоп. И он весь состоит, вот следы. Опять угол, помнишь? Да? Угол, невыбранный угол. Вот Если он. ты работаешь Конечно. кругом, Наоборот, ты тебе будешь по центру, по углу убивать удобно, угол, да? По углу раз, и углы отколол, и красиво Если это. ты выработал кайлом своим вот такую площадь, что тебе стоит Да. 3 раза ударить и этот угол выбить? А вот когда вот такой инструмент круглый катится, вот он здесь и здесь выбрал, Да. насколько это. А дальше он начинает же другую стену, да. Вращается, Да, а центр он да. не может выбрать. Всё. А другую стену тогда придется ковырять. Технологическое ограничение. Да, перепад температуры по всей площади возникает. И А причем тут он- еще, смотри, это обработанный кусок мрамора. От статуи, что ли? Ну да, какой-то. гладенький прям. Как плечо или что. Вот они обрабатывались. Да, чистый белый мрамор. Вот Тут же был крупный, какая она великолепная. много Смотри, людей. толщина. Здесь Очень много людей тут. она еще и была покрыта чем-то, краской, Да, что вот, ли. вот, смотри, да? Да, вот у тебя даже с этим. Представляете, сколько тут еще, если покопать. А это явно сигнал цветного металла прошел, и они вырыли на пустой этой. А вот там ямка, вот что они ее там что-то и было. Знаешь, что-то, может, и нашли даже. Да, потому что ямка там не зря, в нее могли что-то и спрятать, вон те вот места, а потом закопать. Потому что ямок тут очень много странных каких-то. А там водосборник вроде как, ну не знаю, как это. Ну, тут уже начинается мегалитика какая-то странная.
снесена полностью верхушка горы. Ого! Ого-го! Тут цистерны. И вот мне всегда интересно, почему цистерны на макушке горы. Вот канавки для сбора воды, да. Смотрите, какая красота. Ой-ой-ой. Здесь прям большая. Края большие. Они даже, возможно, чтобы все могли набирать, наверное. Да, они сообщаются друг с другом. Как в этом, в Термесосе. Дима, тут капец. Здесь я первый раз вижу, чтобы цистерны друг с другом сообщались. Как в Термесосе. Одна цистерна в другую. И вот это, видимо, скорее больше всего, больше всех здесь доступ. То есть много народу сразу могло брать воду. А там вот сборники. Сборники. И вот еще туда уходит. Вот, смотри. Вон там еще один квадратный. Ну, Майдан Колеси, вот где мы мимо проезжали, на вершине тоже совмещающаяся цистерна есть. Тоже очень похожая со сборниками. Какой огромный мегалит на горловину. Видите? Ага. Видишь, сделано. Вопрос, да, вот тоже. Зачем такой массивную горловину изготавливать? Ну, чтоб, не знаю, ну так, да. Ты в 2 раза меньше не сдвинешь ее, а она просто. Так нет, вот смотри, вот этот камень, это вот эти поставлены. Да, они позже поставлены. Ну это уже, мне кажется, позже, да, поставили. Зачем только непонятно. Ну, что да, горловина широкая, тут широкая. Тут широкая. И вот сюда еще одна цистерна, сюда уходит вот. Еще одна была цистерна, видишь? Но у них же был акведук. Та-дам! А это потому что более древнее, это еще до акведука да, было, я уверен. Да, скорее всего. И вон еще. Это еще было до акведука. Вот такая вот. И здесь портал, опять же. Наверное, для Посейдона, бога воды. Ого! Дим, вот здесь лучше. Там убьешься что-нибудь. Убьешься, вот здесь вот получше. Ой! Довольно свежий раскоп. С черепицей. То есть здесь было крытое что-то, но, видимо, жилище. Потому что размер небольшой. И там стеночки какие-то. Ну, будем посмотреть. Бог его знает. Вот такая площадь для воды. Так вот интересно, если это водоводы для сбора, зачем вот этот обводной канал, который идет мимо цистерны вниз? Вот смотри. Он специально воду собирает в обход цистерны и... Ну, как вариант, могли, знаешь, ну, там было что-то такое, куда нужно было воду подавать. Они могли из цистерны ведрами доставать воду и сливать сюда. Она текла по ложбинке, и там принимали ее, как вариант. Ну, тогда площадка... Чтобы туда-сюда не тащиться, знаешь. Площадка должна быть. Может, она и была, просто уже ничего. Нет, куда воду выливать-то? Ну, хотя... Можно было особо и не заморачиваться, конечно. Но что интересно, если набиралась та цистерна, то здесь она шла через горло. Через что? Она ниже, то есть переполнялась. Уровень был по вот этому уровню этой цистерны, потому что горловина ее ниже, видишь. Вышли опять к какому-то объекту, который очень странный. А Дима, не проще ли вот здесь вот пройти? Здесь вроде как лесенка. Нормально, да, там? Давай. Все как обычно. Это алтарно. Алтарно.
Вот смотри, еще осторожней. Цистерна. Здесь наверху выровненная площадка. Видишь? Цистерна. А? Цистерна. И вот они везде, эти ступеньки. Это алтарь. Слушай, возможно, Да. потому что Вот просто они, площадка видишь? и всё. Вот они вот здесь вот ставили все эти вот подношения. Смотри, вот здесь. Сейчас. Две кишки есть. Иду. Качественные. О, Смотри. Вот это да. так что здесь на макушке это самая высокая точка. И вот оно как в этом свинцовом замке. Видишь, полукругом выбрано. Я отсюда не вижу сверху. Вот он. Угу. Да. Почему это? Что это означало? Так один хрен, вот так один в один вот такие же стыды идут. Ну это стропилы. Бревна стояли. Здесь могли и резать кого-нибудь. Жертвы приносить. Это было крупное, Жертвенник. какое-то красивое сооружение, такие вот обломки, да? Победил кого некачество. Это жертвенник, скорее всего. И я сейчас объясню, почему я так подумал и откуда такие ассоциации. В Иордании, возле Петры, на вершине горы Джебель-Маптах, есть древний набатейский алтарный комплекс, построенный по заповедям Моисея Иисусом Навином. В книге Второзакония эта гора названа Моисеем горой Геваль, а сам алтарь – жертвенником всесожжения. «Из камней целых устрой жертвенник Господа Бога твоего, и возноси на нем всесожжение Господу Богу твоему», сказано там. И таких алтарей на вершине этой горы несколько. И еще в Волбе обнаружено много скальных гробниц и саркофагов с иудейскими символами, в частности с минорой. И вкупе с относительной закрытостью греческого государства Олба, с его каким-то отдельным позиционированием от всей Киликии, у меня появилась мысль, а не было ли это каким-то древнееврейским анклавом на территории античной Малой Азии? Ведь в течение 2 и 3 тысячелетия до нашей эры регион Киликии активно осваивался, в частности, аккадцами, хананеями и амореями. Может быть, поэтому Селевк Никатор, который не очень-то дружил с хананеями, перенес столицу из Олбы в Диокейсарию. И не он ли разрушил этот град на холме? И не потому ли о нем так мало информации в современных работах турецких исследователей? Что-то слишком много совпадений, как вы считаете? Ну а мы давайте смотреть дальше. Вот еще подземелье. Опа. Да. Тяжела-то исследовательская доля. О, там какие камушки лежат. Блоки. Ух. Да. Надо будет летом поеду тоже из дома привезти секатор. Ох, ёпта. Тут вообще под ноги смотри. Могут быть под нами цистерны. Вот завалено кучей. Вот что здесь было. Ровная площадка. Огорожена стеной. Какое-то полноценное сооружение. Да, там походу цистерна. Слышь? Там цистерна. Темная. Что же ходить тут можно? Во! Так размер цистерны-то. Как это ты говоришь, называется? Хамасорий. Хамасорий. Да. Это, наверное, вариант для бега, да? Чисто выдолбил, крышку подложил. Ну, Ну не надо извлекать его, вот это вот все. да. Вон подушечка там Все-таки есть. подешевле. А потом сгнивало все, вытаскивали. Да, и снова следующего, хранили. да. А рядом еще может быть, вот рядом остеотека быть.
Там даже в эти остеотеки был особый порядок складывания костей. Когда их находят, там Чтобы не перемешивались, наверное, да? Да, определенно они. Определенно. То есть как бы скелет вот так трк, сложился, сжимали, и да, черепушка сверху, да. То есть начиналось со стоп, потом голени, берцовые кости. Вот винная давилка. Там в ванночке давили виноград, чистили, ногами давили. И мезгаз Сюда стекало. Вот. А потом из нее по вот этой канавке сюда в цистерну. Представляете, целая цистерна вина. Ох-ох-ох. Что-то там опять строения идут. Ой. Вот. Вот это вот, да. Вот это да. Опять здесь цистерна закрытая. Аккуратно, там цистерна. Да, ох, еще и здоровая. Нифига себе, тут цистерночка, да? Причем, ты знаешь, она стояла прям в помещении. Вот оно, стены сооружения какого-то очень такого массивного. Явно она в периметре. Ну я даже не знаю. Дима, что такой цистерне делать в помещении? Ты знаешь, туда какой-то проход ведет. Да, вот посмотри. Там осторожней, потому что скалы, там сразу обрыв. Я снизу видел это все. Вот, смотри. Ниша там, да? Гробница А, с этой саркофагом, как ты его называешь? это вот уже римские дела. Аркасоли, Напомни, как он называется? хамасорий. Хамасори? Это аркасоли, это уже, Аркасолий, а это да. хамасори. Ну арка, да. Арка. Ага. Это вот. А внизу хамасорий. Вот крышку тоже расхерачили. У кого-то дури было так много, да, девать энергию было некуда. Да. А вот ущелье называется Шейтан-Дери. Чертова шкура. Да, чертова шкура. Под нами там тоже несколько есть захоронений интересных. Получается, вон там. Да, вот выходишь, и вот здесь направо надо поворачивать, и выйдешь туда к амфитеатру маленькому. Да. А вот так и пойдешь дальше. Ты выйдешь к Свинцовому замку. Свинцовый замок? Ну это вот вырубленный в скале, там надо по склону подниматься. Ты был там? Был? Да. Где такая, через всю комнату такая арка прикольная, длинная. Да. Здесь прямо мощные блоки. Прямо почти мегалиты стоят. И античка так себе. О, давай-ка, Дим, сюда подойди, посмотри. Здесь еще грубо отделано. И он, да, вот такой домиком, трапециевидный портал. Это вообще классика жанра. Это вот те порталы, которые стоят под наклоном. Видишь, еще довольно грубая. Довольно грубая, да. Зато блоки угловые, видишь, какие. Это уже почти больше тонны. А нижний такой вообще вон здоровый какой. Но блоки, кстати, прямоугольные. Это вот он раскололся. Да, это прямоугольный блок. Очень старый прямоугольный блок. Одна сторона
Нашли здесь. Но что бы там ни было, оно все засыпано. Да, какое-то помещение было. Может, не цистерна, а подземелье просто. Под зданием. Да, там какое-то арочное перекрытие, оно засыпано все. Ну вот. Что там, есть дорога влево? Да главное не заблудиться. Да, вот она. Ага. Да, это та же, наверное. О. Привет, животное. Вот здесь что-то на карте было. Да, это поменьше. Да, вот стоит рассматривается. Вот, кстати, недалеко уже от театра. В другую сторону, видимо, выйти. Да-да-да. Вон он, нимфеум, ага. Вон нимфеум стоит. А театр вот он под нами прямо. Адеончик. На театр он не тянет. Ой. Так, цистерна. Но не это, не... Стандартный водосборник. Вот стены, блин, монолитные. Здесь вот прямо как... Интересно, она тут тоже. Цистерна. Она с арочным перекрытием. И... О, смотри, Он и вставлен, да? что колонны с одной стороны, с двух сторон обтесали и положили. А вот кто-то лазил, видишь, черепки собрал. Вот. Это третья башня, да? Да. И где акведук? Через второе ущелье тогда. Ты знаешь, он, мне кажется, если выходит, то, скорее всего, туда, ближе к фонтану, он выходит будет. Да, наверное. Тут вряд ли. Вот здесь вот под нами захоронение скальной гробницы есть. Вот она, да. Я в них был. Нет, и здесь, и там внизу. Здесь вот тоже еще один. Засыпанное все. Я хочу забраться сюда и посмотреть сверху. Может, Да. Часть колонны, часть... А это даже могла быть полуколонна. Это алтарь. алтарь? Алтарь стесали по бокам, и все. И плевать они хотели на этих богов. А это вот вверх кусок портала. Под ней стоит. Шатается. Ой, шатается, ёлки-палки. Шатается, Дима. Приятно. Да. Дима, царь горы. Ага. Обнаружился еще один нимфеум. Причем тоже он недавно раскопанный, он светленький. И под ним еще арочное подземелье, по-моему, справа, да? Арка, по-моему, темная там. Вот это да. А вот под нами идет, Дим, вот эта дорога, это римская дорога идет. Вон она, смотри, видишь, продолжается стенка. Вот где саркофаг. Вот она узкая, правда, но она вот так до самого этого идет.
Сюда в ущелье заходит. Вот она, да? Да, да, она стенка по бокам, стенки у нее. Я думаю, что римская, Да, а она на картах есть. Я на нее, вон там заезжал. да? Рома Йолу, да? Наконец. Да, Рома Юлу. Йолу. Да, а вот нимфеум это еще интересно. И там вон некрополь по ходу, смотри. Вот перед этим развалины стоят, перед полем черным. Видишь? Невспаханное место, охраняемое. Да, вижу. Там какие-то фундаменты или могилки. Там какое-то дерево такое раскидистое стоит. Да, да, но вот рядом с ним, А, а, я ничего не вижу. ну на всем этом поляне, видишь, геометрические, там видно, что фундаменты это. Какой-то крышка саркофага, по-моему. Фундаменты, да, там некрополь еще один. Да, геометрически правильные прямоугольные какие-то блоки лежат на земле. Что-то есть. Вот так вот. Это мы хорошо зашли. Вот он город Олба-то где был. Потерянный. А внизу одни могилки. Кстати, под тобой вот тоже какая-то дорога была. Стена, видишь? Огороженная. Ну вот как-то так сходили мы на разведку этого удивительного места. Теперь вы знаете, где был город Олба, и при случае можете сами его посетить. Достаточно просто подняться вот на эту гору. Все, что я не успел или не смог вам показать, вы можете увидеть в фильме Димы. Он вышел вместе с моим одновременно, и ссылка будет в описании. А пока ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока.